Приветствую, друзья! Президент США Трамп устроил День освобождения Америки. Не уверен, что Америка нуждалась в освобождении, не знаю, насколько у него это получилось, но вот российский бюджет от части денег он, конечно, освободил. Вы удивлены? Ведь Трамп обложил пошлинами почти все страны мира, но России нет в его тарифном списке. Тогда почему пострадает российский бюджет? Вот как выглядела хроника последних дней. Трамп ввел пошлины на импорт из Китая в 54% и еще на 70 с лишним стран. Председатель Си в ответ поднял свои пошлины на 34% в дополнение к имеющимся. Трамп обиделся и ответил 104%. Пекин поднял свои ставки до 84%. Трамп отложил пошлины для всего мира, но для Китая поднял до 125%. Вот вы думаете, далекая битва США и Китая не имеет лично к вам отношения? Имеет. И самое прямое. Для начала давайте посмотрим, как мировая торговая война отражается на глобальной экономике. Первыми на введенные тарифы отреагировал фондовый рынок. Сильные падения на всех биржах – американской, европейской, азиатской, китайской. Абсолютные цифры не так важны, хотя рынок везде был в серьезном минусе. Но фондовый рынок – это, если грубо говоря, совокупная оценка инвесторами будущих прибылей различных компаний и секторов экономики. Если инвесторы верят, что прибыли будут расти, то они покупают акции. Если есть спрос, то котировки акций растут, а за ними весь фондовый рынок. Справедливо и обратно. Если рынки падают, значит инвесторы не верят в будущие прибыли бизнеса. Главным двигателем мировой экономики последних десятилетий была глобализация. Она позволяла снижать издержки, находить новые рынки, распределять риски. У вас научная и инженерная разработка была в одной стране, маркетинг в другой, программисты в третьей, производство в четвертой, сырье из пятой, компоненты из шестой. А готовый продукт вообще становился окупаемым, только если продавался по всему миру. Яркий пример глобализации – производство такого сложного изделия, как самолет Боинг. Он вроде бы американский, но задействованы и Китай, и Европа, Австралия, Япония, Канада, Британия, Корея. Это, кстати, еще очень хорошая иллюстрация, почему байки про суверенное путинское самолетостроение – просто байки. Невозможно такой сложный продукт сделать в одно лицо. Так вот, введение или увеличение таможенных пошлин бьет по глобализации. Тарифная война, она не только убивает торговлю. Что хуже, она разрушает логистические цепочки, производственные связи. Тарифы делают мировую экономику менее эффективной. Это достаточно серьезно заденет ориентированные на экспорт страны, которые эксплуатируют свои дешевые трудовые ресурсы. Вьетнам, Индонезия, Камбоджа. Если тарифы на эти страны вырастут, как изначально было объявлено, то им придется тяжело. Но парадоксальным образом, если тарифы вступят в силу в текущем виде, они нанесут больше вреда американской экономике, чем какой-либо еще. Ведь выпускаемая в США продукция включена в огромные цепочки поставок комплектующих компонентов, сопутствующих услуг, и они преимущественно из стран Европы и союзников в Азии. Apple производит 90% айфонов в Китае, поэтому дополнительные издержки будут колоссальными. Перед компанией встанет выбор – снижать рентабельность или увеличивать американские цены. Производители одежды вроде Nike держат производственные мощности в странах Юго-Восточной Азии. Если соответствующие пошлины вступят в силу, то сохранять текущие цены станет просто невозможно. В этом, кстати, заключается коварство таможенных пошлин. Формально, вводя пошлины, вы как бы обкладываете налогом товары из других стран. Но на практике это же означает налог на своих граждан. Ведь теперь придется платить за этот товар более высокую цену. Ведь в нее будет включен размер таможенного тарифа. И это еще один удар по мировой экономике. Если цена товаров увеличивается, то граждане становятся беднее, будут меньше потреблять, а это еще больше замедлит экономический рост. А поскольку тарифная война бьет по всем странам, то экономика будет замедляться по всему миру. На мой взгляд, вообще вся тарифная история – это большая ошибка. Это выбор неправильного инструмента для решения реально существующей проблемы. Такой подход не учитывает ни структуры торговли с отдельными странами, ни роли доллара как мировой резервной валюты, ни положения США как самой привлекательной страны для инвестиций. И в том числе не ситуации, когда другие страны по сути своей финансируют американский долг, покупая казначейские облигации. После Второй мировой войны США заняли ведущую роль в западном блоке, а после крушения советского блока и в целом в мире. Это произошло во многом благодаря принципам свободной торговли. Сейчас Трамп борется с многолетним устойчивым торговым дефицитом США.
В этом есть определенная логика. За последнюю четверть века США уступили Китаю позицию главного торгового партнера почти по всему миру. Ускорившийся за последние 30 лет рост торгового дефицита США и правда не может не вызывать беспокойства. Из-за этого, по мнению Трампа и его избирателей, вытекает в частности проблема деиндустриализации Америки, ведь основную долю в торговом дефиците занимают промышленные товары. Связь потери мест в промышленности и торгового дефицита США оспаривается многими экономистами, но именно из этой посылки, похоже, исходит Трамп. В некоторых отраслях деиндустриализация, конечно, прямо грозит национальной безопасности США. Например, в сфере судостроения. Судостроительные мощности Китая сейчас в 200 с лишним раз больше американских. Иными словами, то, что делает Трамп, причины его действий имеют вполне разумные основания. Но другой вопрос, как он это делает? А делает он это так, что даже такой рьяный сторонник Трампа, как Илон Маск, выступил с критикой тарифной политики. Критикуют Трампа и другие крупные американские бизнесмены. Кроме того, торговый дефицит компенсируется столь же многолетними и столь же устойчивыми профицитами в торговле услугами. Кроме того, Америка до сих пор показывала совершенно выдающиеся темпы экономического роста и роста фондового рынка. Конечно, есть вероятность, что заявленные тарифы американского президента – это не окончательное решение, а лишь приглашение к переговорам, что это просто у Трампа стиль диалога такой, огорошить завышенными требованиями, а потом все решать на двухсторонних торговых переговорах. И да, многие правительства уже выразили желание договориться с Трампом о нулевых тарифах. К тому же сам Трамп в последний момент уже объявил, что откладывает введение пошлин на 90 дней. Не всех, но откладывает. Только боюсь, что это уже поздно. Во-первых, пошлины на Китай не отменены, а даже увеличены. Первая и вторая экономики мира обложили друг друга трехзначными налогами. Это не пройдет для мировой экономики незаметно. У них только годовой объем торговли между собой составляет почти 600 миллиардов долларов. Во-вторых, экономика не терпит неопределенности. В истории с введением пошлин главная проблема даже не в размере таможенного тарифа, хотя, как я уже сказал, любые пошлины замедляют торговлю, осложняют производство, снижают экономический рост. Но хуже то, что теперь будущее выглядит для инвесторов непредсказуемым. Вдруг завтра снова крупнейшая экономика мира введет новые пошлины или еще какие-то ограничения, или эмбарго, или наоборот снимет все ограничения, или еще чего. В такой ситуации глобальной неопределенности у бизнеса и инвесторов сокращается горизонт планирования. В будущем больше никто не уверен, а значит вкладываться никто ни во что не хочет. У меня лично есть опыт руководства одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Я понимаю, что когда ты принимаешь решение о разработке нового месторождения, то реализация этого решения займет даже не годы, десятилетия. От начала разработки до того, как ты отобьешь вложения, лет 10 как минимум. Потом начинаешь зарабатывать. Думаю, что в любом крупном бизнесе это так. Построить завод, наладить поставки, нанять и обучить персонал, построить логистику и сбыт. Годы. Не один и не два. Миллиарды долларов вложений. Вот как инвестор или бизнесмен сможет принять решение на 5 лет и миллиарды долларов, если он не знает, что через месяц будет с тарифами и рынками? Да никак. Он предпочтет оставить миллиарды где-нибудь в безопасной заначке до тех пор, пока не наступит определенность. Мировая экономика сегодня – это десятки тысяч таких инвесторов и бизнесменов по всему земному шару. И все они застыли в удивлении и ожидании. Они не вкладывают в бизнес, не инвестируют, потому что не понимают, а что будет дальше-то? И вот это главная проблема от хаоса с тарифами. Россия в списке стран, на которые наложены тарифы, нет. В Вашингтоне решили не портить переговоры о нормализации отношений и урегулировании в Украине еще и пошлинами. Но, тем не менее, влияние торговой войны именно на Россию может оказаться исключительно сильным. Обвал или восстановление мировых фондовых рынков Кремль не очень интересует. А вот с товарными рынками совсем другое дело. Прежде всего, речь идет о ценах на сырье, и в первую очередь на углеводороды. Как я уже сказал, введение высоких тарифов, а потом отмена для всех, кроме Китая, потом повышение для Китая – это серьезный ущерб для мировой экономики. Когда рост мировой экономики замедляется, то замедляется и потребление сырья. Индекс сырьевых цен Блумберга за 2 дня тарифной войны упал почти на 7%. Это сильнейшее двухдневное падение за 14 лет.
Нефтяные цены показывают многолетние минимумы. Goldman Sachs прогнозирует снижение цены на нефть в 2026 году на основные сорта Brent и WTI до менее чем $60 за баррель. Аналитики не исключают и $40 за баррель в самом худшем случае, если ОПЕК, например, полностью откажется от квот, а мир погрузится в экономический кризис. Вероятность падения экономики в США и глобального экономического кризиса сильно далека от нуля. Российская марка нефти Urals уже упала до $50 за баррель. Это самый низкий уровень с лета 2023 года. В прошлом году нефтегазовые доходы составили 30% от общих доходов бюджета. Нефть и газ – это еще и более половины от всего экспорта, то есть главный источник валютной выручки. Цена отсечения для бюджета заложена на уровне $60 за баррель. Все доходы от продажи нефти по цене выше этого уровня идут в резервный фонд национального благосостояния. А если цены упали ниже $60, то недостачу компенсируют из этого фонда. Вот в марте, то есть еще до введения пошлин Трампом, средняя цена на Urals составила менее $60, поскольку российская нефть торгуется к эталонным сортам со значительным дисконтом. Текущие цены уже существенно ниже уровня, исходя из которого сверстан бюджет. В марте же доходы Кремля от нефти и нефтепродуктов сократились на 15% по сравнению с прошлым годом. Вопрос заключается в том, как долго нефтяные цены пробудут на дне. В случае полноценной торговой войны и рецессии в США и Европе это запросто может быть пару-тройку лет. В ЦБ, судя по всему, готовится именно к этому сценарию. Конечно, даже в самом худшем случае коллапса экономики не произойдет, но при этом возникают серьезные финансовые ограничения. Проще говоря, придется затянуть пояса. Варианты решения проблемы правительства есть. Оно может девальвировать рубль, заморозить индексацию пенсий, провести сокращение в госсекторе, занять деньги у населения. Или, наконец, просто провести денежную эмиссию с последующей инфляцией. Инструментов много, но все они будут за ваш счет. Впрочем, как и всегда. Горькая ирония заключается в том, что когда Трамп говорил, что он может обрушить цены на нефть и оставить Путина без денег на войну, многие не верили. Теперь он обвалил цены на нефть, хотя особо не планировал это делать в этом моменте. Российский бюджет становится просто случайной жертвой тарифной войны Трампа против Китая и еще нескольких стран. И это, помимо всего прочего, показывает реальный масштаб и значение России в мировых раскладах. К сожалению, Путин привел нашу страну в точку, где Россия просто сопутствующий ущерб в торговых разборках крупных экономик. Счастливо вам. Возможно, у Путина будет меньше денег на продолжение войны из-за снижения цен. Это неплохо. Плохо, что это происходит ценой падения мировой экономики.